Hello again, students of the 7th form, and this time we are going to look through Chapter 7D or Culture Corner section of our wonderful Spotlight 7 study book. Здравствуйте, уважаемые семиклассники! Сегодня мы с вами посмотрим главу 7D, или же Культурный уголок, нашего замечательного учебника Spotlight 7. And as usual, there is a vocabulary section to begin with. Начнем, как всегда, с секции Vocabulary. This time it is all about football. В этот раз она у нас про футбол. Exercise 1. Match the words to their definitions. What do all these words have in common? Итак, у нас есть слова и их определение. Нам предлагают их сопоставить и ответить на вопрос, что же у них общего у этих слов. Let us look at the words first. Goalkeeper. Кто это у нас может быть? Goal – это гол, keeper – это хранитель. То есть человек, который хранит, видимо, ворота от голов, соответственно, вратарь. Defender – здесь это защитник. Goalposts – это штанги от ворот. Striker – это форвард или нападающий. Человек, чья роль в футбольной команде как раз забивать голы. Pitch – это само поле, где происходит действие. Champion – чемпион. And now let us look at the definitions. A player who tries to prevent the opponents from scoring. Как у нас называется игрок, который пытается предотвратить гол. Здесь можно подумать, что это как защитник, так и вратарь, поэтому давайте пока это определение оставим. A player who tries to score goals. Игрок, который пытается забить голы. And we know that it is a striker. То есть нападающий. The place you play football. Место, на котором вы играете в футбол. And it's a pitch, of course. The two poles that form the goal. Два шеста, которые формируют ворота. And those poles are called goalposts. То есть это у нас штанги. The player whose job is to guard the goal. Игрок, чья работа как раз делать так, чтобы гол не был забит. Ну и, конечно же, это у нас goalkeeper. Если защитники у нас только пытаются предотвратить, то у вратаря это именно работа. Соответственно, A у нас defender. A player or team that wins the top prize in a competition. Игрок или же команда, которая выигрывает главный приз в соревновании. And this definition goes for champion. То есть это у нас чемпионы. Либо же champion team, команда чемпион, либо champion player, да, игрок чемпион. What do all these words have in common? They are all related to football. Все они так или иначе у нас относятся к футболу. Reading and listening section. Exercise 2. Do you know any famous English football clubs or any famous English football players? Read through and check which ones are in the text. Нам задают вопрос, знаем ли мы знаменитые какие-то английские футбольные клубы или же английских футбольных игроков. Потом нас просят прочитать текст. И, может быть, мы встретим там тех, которых мы назвали, но давайте сперва попробуем их назвать. And the clubs are Arsenal, Liverpool, Manchester United. And the players are David Beckham, Michael Owen. Если вы знаете каких-то еще, можете добавить их в список. Нам предстоит послушать, почитать и заполнить пропуски в тексте. Задание нам привычное, но у нас есть секция Study Skills, которая нам объяснит, как лучше всего заполнять пропуски. Давайте почитаем. Completing a text, gap filling. То есть, когда мы пропуски заполняем, мы таким образом делаем текст полным. Read the title and the text quickly to get the gist. Read the text again, one sentence at a time, focusing on the words before and after each gap, and think of the word that fits best. Read the completed text again to make sure it makes sense. This way, you will minimize the number of mistakes you make. Так, очень хорошая технология, которая говорит нам о том, что для начала нам нужно прочитать заголовок и весь текст, чтобы получить представление, о чем он. Затем нужно вновь прочитать текст, предложение за предложением, обращая внимание на те слова, что у нас до пропуска и после него. И, конечно же, подумать о том, какое слово лучше всего подойдет в пропуск. Затем нужно прочитать уже готовый текст снова, чтобы убедиться, что он вообще имеет смысл. Таким образом, вы сократите количество ошибок, которые совершаете. Section B asks us to read the text and fill in the missing words, listen and check. Нас как раз просят выполнить это задание, послушать и проверить себя. Мы сделаем это задание нашим фирменным способом. Мы сразу послушаем готовый вариант, услышим правильный ответ, а затем проверим себя. Let's begin.
Football is the most popular sport in England. In fact, a lot of English people say it is their national sport. English people have played football for a very long time. However, the game didn't have any real rules until the 19th century. In 1815, Eton College created rules to make the game less violent, and later in 1848, Cambridge University made many of the modern rules. Football quickly became as popular as other games, such as cricket. Today, there are thousands of football clubs in England, and professional clubs such as Arsenal, Liverpool, and Manchester United are famous all over the world. Football has become part of the cultural life in England, and hundreds of thousands of fans support their favourite teams in stadiums around the country every weekend. Many English children have football lessons at school, and famous footballers such as David Beckham and Michael Owen have become role models for a lot of these children. Now let us check our answers. Давайте проверим ответы. И текст у нас интересный, давайте его переведем. Заглавлен он, как вы уже догадались, национальный спорт Англии. Футбол – самый популярный спорт в Англии. На самом деле, множество англичан говорит, что это их национальный вид спорта. Англичане играют в футбол уже очень долгое время. Однако в этой игре не было настоящих правил до XIX века. В 1815 году Итонский колледж создал правила для того, чтобы сделать игру более безопасной, менее жестокой. А затем в 1848 университет Кембриджа разработал множество современных правил, то есть тех, которые используются до сих пор. Футбол очень быстро стал так же популярен, как и другие игры, такие, например, как крикет. Крикет это тоже считается национальным спортом Англии. В наши дни в Англии существуют тысячи футбольных клубов, а также профессиональных клубов, таких как, например, Арсенал, Ливерпуль или Манчестер Юнайтед, которые знамениты на весь мир. Футбол стал частью культурной жизни Англии, и сотни тысяч фанатов поддерживают свои любимые команды на стадионах по всей стране, каждые выходные. Многим английским детям везет, и их школьные уроки футбола проходят с такими знаменитыми футболистами, такими как Дэвид Бекхэм и Майкл Оуэн, которые стали ролевыми моделями для множества этих детей. То есть дети очень хотят походить на Дэвида Бекхэма и Майкла Оуэна, и ничего в этом плохого нет. Speaking section and exercise 3. Make notes under the headings about football in England, then tell the class. Нам предлагают сделать заметки под заголовками о футболе в Англии, а затем рассказать о нем классу. And the headings are clubs, то есть клубы, famous players, знаменитые игроки. Начать следует с того, что футбол очень популярен в Англии, затем описать знаменитые клубы и знаменитых игроков. And let me give you an example of such a talk. Football is very popular in England. There are many clubs, and some of the most famous ones are Arsenal, Liverpool, and Manchester United. England has some very good players too. Some of my favorite players are David Beckham, Michael Owen, and Steven Gerrard. Можете использовать этот текст в качестве примера. Section B. Now make notes under the same headings about your country's popular sport. Talk to the class about it. Теперь нас просят проделать то же самое, но уже с каким-нибудь спортом, популярным в нашей стране, и рассказать о нем классу. Так как футбол у нас тоже популярен, можно рассказывать и о нем. И, например, наш войсбот Майкл такой рассказ составил. Давайте послушаем и почитаем, что у него получилось, чтобы вы могли использовать это в качестве примера. Let's begin. Football is the national sport in Russia. There are a lot of clubs, and some of the most famous ones are Alania Vladikavkaz and Zenit, St. Petersburg, as well as Spartak, Moscow, Lokomotiv, Moscow, CSKA, Moscow and Dynamo, Moscow. Russia has some very good players too. Some of my favorite players are Andriy Arshavin, Alexander Kurzakov, Pavel Pogrebnyak. Russian football fans love going to the matches, and many of them collect things like team shirts and scarves as a hobby. То есть примерно так. Текст, вы обратили внимание, может быть не особенно большим. Writing section, writing a short article. В секции письма мы поучимся писать короткие статьи, ну что-то типа того, что у нас в упражнении 2. Exercise 4, portfolio task. Write a short article about your country's most popular sport. Нас просят написать короткую статью о самом популярном спорте в нашей стране.
Есть мнение, что самый популярный в нашей стране спорт – это фигурное катание. Майкл написал эту статью для нас, давайте послушаем и почитаем, чтобы вы могли использовать ее в качестве примера для выполнения заданий. Но вы можете, конечно, взять какой-то другой спорт, например, хоккей, который у нас очень популярен тоже. So let's begin. Figure skating has always been popular in Russia. It's the favorite sport of many women. This is a beautiful show. And here Russia is still the leader. Many Russian figure skaters are world famous: Helen Bereznaya and Anton Sakharelets, Irina Lobacheva and Ilya Averbich, and Evgeny Plishenko. Today Russian figure skaters are favorites at any competition: Oksana Demnina and Maxim Shabalin. Figure skating is quickly getting popularity in the country, especially because of many ice shows. New ice rinks are opened, parents take their children to sport schools. Well, I hope you liked the example. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.